Американский аналитический центр «Атлантический совет» призывает Джо Байдена организовать встречу со Светланой Тихановской, которая должна пройти в течение первых 100 дней его нахождения на посту президента США. Об этом говорится в докладе организации, которая также настаивает на том, что Штаты должны называть Лукашенко не иначе, как бывшим президентом Беларуси. Кроме того, Совет считает необходимым введение санкций против сотен белорусских чиновников, ответственных за репрессии в нашей стране и компаний, спонсирующих нелегитимный режим. В докладе отдельно подчеркивается важность введения санкций против российских журналистов, которых наняли на вакантные места в пропагандистских госсми, и представителей российского бизнеса, оказывающих Лукашенко финансовую и политическую поддержку. Отметим, что Атлантический совет – это организация с более чем полувековой историей. Ее аналитики и эксперты дают рекомендации по поводу отношений между странами НАТО и Россией. Последняя, в свою очередь, включила совет в список нежелательных иностранных организаций. С учителей барановических школ собирают деньги на строительство некого храма. Причем делают это, как обычно водится в нашей стране, добровольно-принудительно. Педагогов заставляют подписать бумагу о том, что те не против отдать часть своей зарплаты на нужды духовенства. А тем, кто выступит против или стал задавать лишние вопросы, руководство намекнуло, что никаких возражений быть не может. Потому что это бюджетная организация, и ты либо соглашаешься и работаешь, либо не работаешь. Стоит отметить, что по закону все пожертвования в нашей стране производятся только в добровольном порядке, поэтому если человек хочет от них воздержаться, он имеет на это полное право. Как и не может служить поводом для увольнения отказ от сдачи денег. На Крестина продолжают издеваться над людьми. Недавно освободившаяся женщина рассказала о нечеловеческих условиях содержания. В камеру, рассчитанную на 6, помещают 24 человека. Матрасов не дают, поэтому приходится спать на полу, столах и тумбах. Воздуха в камерах не хватает, от чего постоянно болит голова. А однажды утром и вовсе на пол вылили ведро с хлоркой. В результате чего одной из задержанных стало плохо, так как у нее аллергия. У одной девушки тоже случился приступ удушья на запах сигарет. Кстати, один из осужденных, активистов Олег Заяц, вот уже 6-й день держит сухую голодовку против нечеловеческих условий содержания и незаконного задержания. Мужчину осудили по народной статье 2334 на 25 суток. Борьба с белорусской символикой продолжается. Сегодня был задержан Валерий Есипенок, владелец магазина сувениров с национальным колоритом «Мой модный кут». Инцидент произошел в суде Первомайского района. Мужчина пришел на процесс по делу его жены Елены, которую ранее задержали на рабочем месте магазине за якобы продажу незарегистрированной символики. В качестве свидетеля по традиции выступил сотрудник милиции, который накануне и вовсе заявил, что Елена была замечена на пикете у торгового центра в темной куртке и шапке. Однако подозреваемая шапок не носит, да и темной куртки у нее нет. Кроме того, к делу прикрепили запись с камер видеонаблюдения, подтверждающую, что Елена была не на пикете, а в своем магазине. Дело отправили на доработку. Ранее в магазин с проверкой приходили представители МЧС, которые внезапно нашли массу нарушений, из-за чего магазин закрылся. Иногда даже для белорусских судей, которые служат нелегитимной власти, а не закону, наступает момент прозрения. Вероятно, именно он случился с теперь уже бывшим судьей Ленинского района Минска Андреем Кисляком. Ранее этот служитель так называемого правосудия выносил немало политических приговоров, в том числе давал штрафы Эдуарду Пальчесу, Владимиру Орлову и Николаю Статкевичу. В общей сумме Кисляк пополнил бюджетную кубышку почти на $6000. При этом судья никогда не назначал обвиняемым сутки. В юридических кругах ходит слух о том, что точкой невозврата для Кисляка стали августовские события, когда его заставляли отправиться на Крестина, чтобы на месте судить незаконно задержанных людей. Отказавшись это делать, он лишился своего статуса и в настоящее время числится помощником адвоката в одной из юридических контор Минска. После того, как нелегитимная власть решила возродить в Беларуси советскую традицию так называемых дружинников, желающие записаться в народные борцы с БЧБ ленточками и дворовыми чаепитиями почувствовали себя новой белорусской элитой. И теперь эти люди хотят носить на себе особые знаки отличия. Так, сегодня в студенческом чате Гродненского университета опубликовали объявление с призывом разработать дизайн нарукавных повязок для дружинников. Учащихся просят придумать несколько вариантов оформления с разными цветами текста. При этом фантазия исполнителей приветствуется. Судя по всему, своих умственных способностей народным карателям хватает только на то, чтобы оперативно сдавать милиции своих же граждан. Что ж, теперь таких персонажей можно будет легко вычислить в толпе по новым повязкам. Вполне логично было бы увидеть на них надпись «Орден Иуды». Григорий Озаренок точно оценит такой креатив.
Короткометражный фильм «Озеро радости», снятый режиссером Алексеем Полуяном по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича, попал в лонг-лист премии «Оскар». Главную роль в фильме исполнила воспитанница Могилевского интерната Анастасия Пляц. Картина рассказывает историю 9-летней Яси, которая переживает смерть матери. Отец отправил ее в интернат, но однажды она решила сбежать, чтобы вернуться домой. Съемки проходили в Брестском районе. Фильм уже победил на многих международных кинофестивалях, и это дало ему право номинироваться на «Оскар». О том, войдет ли «Озеро радости» в шорт-лист премии, станет известно 8 февраля. Для студентов, которых отчислили из белорусских вузов за их гражданскую позицию, появилась новая образовательная возможность. Университет Витовта Великого в Каунасе выделил 50 стипендий для учащихся, которые пострадали от беспредела нелегитимной власти. Кроме того, университет предлагает бесплатное обучение и предоставляет общежитие на весь срок учебы. Отметим, что прием заявок ведется прямо сейчас и уже скоро закончится. Подать документы на программу можно, связавшись с ее координатором по электронной почте. Ее адрес мы оставим в описании к этому видео. Напомним также, что за все время протестов в Беларуси по политическим мотивам было отчислено более сотни студентов. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!